Работаем, парни! Хотите, вам покажу, как выглядит счастье сварщика? Вот примерно так. Парни, но это еще не все. Сейчас мне Алексей зашлет одну штуку классную. О! Как вы думаете, что это такое? Кстати, кто подписан на мой телеграм-канал, ссылочка под видео, те уже знают, что это такое, парни. Термокружка Треем Спецглаз. Парни, видели когда-нибудь кружечку Треем Спецглаз? Фирменная. Здесь есть такая фишка, она вот так вот открывается. И здесь есть такой вот предохранитель. Если его переводим в нижнее положение, кружечка не откроется. Вверх, оп. Ну, она обычная термокружка, тут обычная нержавейка, но выполнена очень красиво. Парни, сегодня будет обзор на подробнейший, хочу подчеркнуть, сегодня будет подробнейший обзор на вот эту замечательную маску. Эта компания Треем нам прислали на обзор. Она называется Треем Спецглаз 9100 XXI. Она отличается очень многими моментами от вот этой моей маски. На нее я уже делал обзор, на эту я тоже делал обзор. Кто следит за каналом, те все это видели. Я ссылочки оставлю, кто не видел, посмотрите. В этой маске установлен самый большой светофильтр из линейки 9100. Сегодня мы поварим, посмотрите оттенки, потому что многие задают вопросы. Оттенки действительно отличаются от этой моей маски от вот этой. В общем, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Погнали! Парни, вот эту маску я, наверное, буду убирать, потому что она совсем другая серия, а вот эта серия 9100. Именно эти маски мы сегодня будем сравнивать. Здесь, как вы можете видеть, установлен фильтр 2Х, здесь 1Х. Видите, сразу видно отличие. Здесь смотровое окно поменьше, чем здесь. Здесь самое большое. И еще здесь мы можем наблюдать солнечную панель для подзарядки батареи. Здесь этой панели нет, так как просто нет для нее места. Ну, это не такая большая проблема. Как заявляет производитель, на 1,5-2 года хватает батареек. Я сейчас покажу, где они стоят. В общем, давайте разбираем, парни, и погнали. Так, многие там задают вопросы, можно ли купить маску без подачи воздуха под маску, а потом докупить блок подачи воздуха. Я думаю, что это вряд ли возможно, так как, смотрите, вот эта маска без подачи воздуха. Вот моя маска, она оборудована системой подачи воздуха. Видите, здесь воздуховоды, здесь тоже вот такая вот деталька есть. Далее, смотрите, вот это дыхательные жабры, они сделаны для того, чтобы отводить из-под маски выдыхаемый нами воздух. Это сделано с целью, чтобы не потело вот это вот стекло внутреннее, когда работаем на морозе. Здесь, как вы можете видеть, эти жабры заглушены, потому что эта маска подает очищенный воздух под маску сварщика. Да? В этих жабрах здесь необходимости нет. Поэтому так, коллеги, не получится купить такую маску, потом дооборудовать ее подачей воздуха. Если уж подача воздуха необходима, надо брать сразу с подачи воздуха. Да? Но что у нас получится легко, это мы можем сделать следующее, парни. Мы можем спокойно превратить маску 9100X в 9100 XXI. Фильтры, они взаимозаменяемые. То есть, имея щиток любой, вы можете вставить сюда любой фильтр. У них есть фильтр 9100X, 9100V, 9102X и 9102XI. Кстати, парни, хочу остановиться на вот этом моменте. Здесь вот эти жабры, как я уже говорил, сделаны для отвода выдыхаемого нами воздуха. Если мы одеваем переднюю панель, да, то воздух у нас выходит вот в эти щели. Сюда палец спокойно пролазит. Именно вот в эти щели отводится выдыхаемый нами воздух. Компания Треем попросили меня в ней поработать на моей основной работе, да. Я уже 2 смены в этой маске отработал. У меня смены по 12 часов. Кто следит за каналом, те знают. Вот, я в ней отработал 2 смены по 12 часов. Я не наблюдал, чтобы в эти щели попадал дым под маску от сварки. Вот отсюда залетает. Ну, чтобы от него избавиться, это уже надо принудительная подача воздуха, да? Я, кстати, там мне удалось поснимать на работе. Значит, давайте сейчас посмотрим
что мне удалось снять на работе. И потом вернемся сюда. Там деталь, она в масле немножко. Дыму от нее будет тьма, увидите сами. Я скажу, залетает под маску дым или нет, через эти вот отверстия. Я надеюсь, вы видели, сколько она до сих пор дымит, да? Я хочу сказать, парни, вот в эти отверстия дым не попадает. Вот сюда под маску залетает, да. Тут надо, конечно, подачу воздуха, принудительную под маску, тогда ничего сюда не попадет. От этого никуда не денешься. Но вот в эти щели не попадает. Мы сейчас еще один способ попробуем, чтобы показать вам, прямо вот сюда камеру направим. Вот здесь внизу под маской что-нибудь поварим. И посмотрим, да? Попробуем. Парни, вот смотрим. Я сейчас попробую поварить, да? И вы сами посмотрите, летит там дым или нет. Вокруг облетает, а через эти отверстия не проходит дым. Видели? Парни, ну и попробуем в заключении болгарочкой. Я болгаркой никогда не пилил через маску. Не знаю, кому это надо. Мне это не надо, но может кому-то и надо. Сейчас включаем все, режим зачистки, да? Видите? Светодиодик сейчас покажу вам. Вот он моргает. Да я, парни, хочу сказать, очень даже неплохо и видно. Не то, чтобы там ювелирную какую-то работу делать, да, там тоненькие профильки, там миллиметры ловить. Ну, что-то зачистить спокойно в ней, без проблем. Ну и немножко, пацаны, поварим, да, хардекс. Посмотрим, как видно в эту масочку. Ну, что я скажу, парни, видимость просто потрясающая, как будто смотришь огромный телевизор такой, в разрешении 8К, где мельчайшие детали, все видно четко. Показать вам, что я тут наварил. Вот, смотрите. Вот эта верхняя плита, это хардекс, парни. Она варится с подогревом. Вот эта вот плита. Вот эта плита, сюда вот пика вставляется, да, и этот молоток долбит породу, гранит, бетон, поэтому варится с подогревом. Ну что, парни, посмотрели? По-моему, там очевидно. Я прям варил под маской, отсюда дым залетает прям сразу.
Если не закрыть вот это пространство, дым будет попадать. Но через эти щели он не проходит. Я варил специально над промасленной деталью, да. Ну, в общем, продолжаем. Да, пока не забыл, парни, скажу вам лайфхак небольшой. У кого вот такие маски, да, вот я когда я ее купил перед Новым годом, больше полгода уже прошло, да. И у меня 2 раза была проблема с носом. Вот именно через вот этот воздуховод, через этот канал, на переносицу постоянно идет поток воздуха. И я 2 раза уже был на больничном. Потом я принял решение его заглушить. Я вот обычный алюминиевый скотч взял, кусочек отрезал и приклеил сюда. Вот через эти 2 канала поступает воздух, его вполне достаточно. И мне перестал поступать воздух на переносицу. И проблема сразу решена. Понимаете? Сразу решена. У 3М еще есть маски, это если брать FX, там подача воздуха снизу происходит. Они сейчас уже новую маску выпустили, она у нас еще пока в стране недоступна. Там даже можно регулировать потоки снизу или сверху, но пока она нам недоступна. Коллеги, маска 9100 XXI это единственная из серии 9100, у которой имеется управление на внешней стороне маски. Да? Вот такая кнопка, это не совсем кнопка, я сейчас покажу, как это все работает. У меня, когда в руках этой маски не было, я все думал, как же это реализовано, потому что вот эта передняя панель, она же снимается, вот видите, мы ее сняли, ни проводов, ничего нет, как это нажатие передается. Как оказалось, здесь, смотрите, видите, вот здесь такие есть ребрышки, если сравнивать с этим, здесь никаких ребрышек нет. И вот когда мы нажимаем на эту кнопку, это не кнопка, это просто указание, в какое место мы должны нажимать. И происходит следующее, он пластик податливый, видите? Мы на него жмем, и вот это нажатие передается на вот этот язычок. Видите, маленький язычок. Вот именно вот этот язычок и есть вот эта кнопка, при нажатии которой светофильтр переходит в режим зачистки. Значит, смотрите, его надо нажать и немножко подержать. Видите, заморгал светодиодик, это нам сигнализирует, что светофильтр перешел в режим зачистки. И он будет раз в 5 секунд моргать, подавая нам сигнал о том, что светофильтр находится в режиме зачистки. В этом режиме варить нельзя. Чтобы обратно вернуться в сварочный режим, еще раз нажимаем, немножко держим. Видите, перешел в режим сварки. Коллеги, эта кнопка может использоваться для еще одной функции, которая установлена в этом фильтре. В этом фильтре есть функция памяти. То есть мы можем задать 2 настройки. То есть, ну, к примеру, мы варим, допустим, полуавтоматом, да, потом варим аргончиком. И нам надо разные настройки светофильтра. Чтобы каждый раз их не менять, вот смотрите, как это происходит. Допустим, мы выставили вот для полуавтомата 10 дин затемнение, на 3 поставили чувствительность и на 3 высветление. Да? Чтобы перейти в режим памяти, надо удерживать вот эту кнопку немного дольше, нежели когда мы переходим в режим зачистки. Да? Нажали ее и держим подольше. Видите? Сейчас мы можем задать еще один режим. Допустим, ставим для полуавтомата на 12 дин. Ну, это оставим также на 3 все. И чтобы переключаться между этими режимами, задавливаем и держим подольше. Видите, на 10 перескочил. Еще раз нажимаем. Видите, на 12. Вот 2 режима мы можем использовать. Коллеги, давайте теперь пройдемся по настройкам самого светофильтра. Давайте я вам покажу, где тут батареечки стоят. Батареечку вот так ногтем, очень сложно ее оттуда извлечь. Вот плоскую отверточку берем, немножечко вот так вот, раз, щелчок произошел. Вот достается батарейки. Батарейки тут обычные, CR2032. Очень распространенный элемент питания, продаются на каждом углу они. Здесь есть встроенный индикатор разряда батареи. Когда батарея уже подходит срок их замены, он начинает моргать красным. Я сейчас вам покажу, он должен 1 раз моргать, когда вставляем батареечку. Видите, он моргнул на секундочку. Во всех светофильтрах 9100 есть кнопка включения светофильтра. Когда мы его нажимаем, загорается светодиодик. Это означает, что фильтр готов к сварочным работам. Да? После 60 минут, после часа, простое, если нет никакой сварочной дуги, светофильтр автоматически выключается. Это сделано для экономии заряда батареек. Да?
Но это не касается вот этого светофильтра. Это единственный светофильтр из линейки 9100, в котором установлен датчик движения. То есть, когда мы на обед пошли, маску положили, час он лежит без движения, он выключается. Пришли, его взяли, датчик движения сработал, светофильтр готов к работе. Здесь не обязательно нажимать вот эту кнопку, да, для включения. Достаточно взять маску в руки. Но имейте в виду, коллеги, если возить ее постоянно в машине, эту маску, да, соответственно, датчик движения будет срабатывать, батареечки будут разряжаться немного подольше. В этом тоже я не вижу никаких минусов, потому что эти батарейки, как я уже сказал ранее, продаются на каждом углу. Достаточно просто купить 2 батареечки, возить их всегда с собой. Они практически не занимают никакого места. Теперь давайте пройдемся по настроечкам. Однократным нажатием мы можем выбирать режимы затемнения от 9 до 13 дин. Если нам надо перейти в это поле от 5 до 8 дин, надо зажать кнопку и немножко подержать. Видите, перескочил сюда светодиодик. 5-8 дин это режимы для газосварки, для резки резаком. Вернуться назад, еще раз нажали, подержали. Вернулись в это поле. Вот эта шкала отвечает за чувствительность. Кстати, пару слов скажу про именно вот эту шкалу. Как мы сказали в компании 3M, эта шкала более интуитивно понятная, в отличие от вот этой, да? Здесь, как вы можете видеть, вот это поле разделено на 2 части. Верхняя светло-серая, нижняя черная. Светло-серая шкала отвечает вот эта кнопка чувствительность, черная отвечает вот эта кнопка delay. Здесь немножко можно запутаться. Я уже привык, мне тут уже все понятно и ясно. Но когда первый раз человеку попадает маска в руки, он может немножко запутаться. Здесь все интуитивно понятно. То есть черное поле отвечает кнопка чувствительности слева, да? Желтое поле отвечает кнопка высветления справа. Тут все понятно. Значит, кнопка чувствительности. Однократным нажатием мы выбираем режим, который нам подходит. Про чувствительность, коллеги, я хочу вам отдельно даже прямо зачитаю, потому что это очень интересно, как тут все устроено. Есть инструкция, я, кстати, под видео закреплю файлик в электронном виде, инструкция к этой маске, она на очень многих языках. Кому интересно, скачайте, почитайте. Значит, кнопка чувствительности. Здесь есть от 1 до 5, да, мы можем выбрать режимы. И есть самое нижнее положение и самое верхнее. Самое нижнее положение это режим зачистки. Когда мы удерживаем эту кнопочку, которая снаружи, да, включается режим зачистки. Однократным нажатием мы выбираем от 1 до 5. Значит, первый. Эта установка наименьшей чувствительности используется, если другая сварочная дуга поблизости создает помехи. Если кто-то рядом варит, да, вот этот первый режим, он не будет срабатывать на сварщика, который сверкает рядом. Значит, второй. Это нормальное положение, используется для большинства сварочных работ. Это самый распространенный. Значит, третий. Третье положение для низкоамперной сварки или для сварки со стабильной сварочной дугой. Например, тик-сварка. То есть аргончиком, да. Четвертый режим. Четвертое положение для очень низкоамперной сварки используется при инверторной тик-сварке. Слаботочные такие процессы. И пятый режим, это используется для наивысшей степени светочувствительности. Используется при тик-сварке, когда дуга местами недоступна для наблюдения. Понимаете? Даже если дуга где-то там будет за углом, он все равно будет срабатывать светофильтр. И самое верхнее положение, коллеги, это светофильтр переводится в режим постоянного затемнения. То есть, как обычное стекло закопченное, да? Он не будет высветляться вообще. Вот как тут устроен режим чувствительности. Дальше идет крайняя шкала, это понятно. Это когда светофильтр будет высветляться после обрыва дуги. Чем выше это положение, тем дольше будет высветляться светофильтр после обрыва дуги. Далее, все светофильтры серии 9100 оборудованы вот такими пазами. Эти пазы предназначены для установки сюда линзы с диоптриями. Они продаются. У кого нарушение со зрением, покупаем линзу, там они +1, -1, в зависимости от того, какие у вас нарушения. Вставляем сюда линзу и спокойно работаем без очков. Коллеги, вот можете сравнить размеры этих светофильтров. Это светофильтр X, это 2X. Видите, какие размеры? Размер вот этого светофильтра 54 на 107 мм. Если мы берем этот светофильтр, это будет 73 на 107 мм. То
То есть по ширине они одинаковые, а по высоте этот намного выше. Значит, вот этот фильтр весит 180 грамм, вот этот фильтр весит 200 грамм. Вся маска в сборе весит 630 грамм. То есть со светофильтром, с оголовьем, с передней панелью 630 грамм. Парни, давайте я вам покажу, как это работает, когда маска в собранном виде. Вот эта кнопочка, да. Вот мы, чтобы перейти в режим зачистки, там не такое уж длинное, такое довольно коротенькое нажатие. Смотрите, сейчас светофильтр должен высветиться. Видите, заморгал светодиодик, светофильтр высветился, готово к зачистке. Следующим нажатием мы переводим светофильтр в режим сварки. Чтобы переключиться между двумя режимами, которые сохранились в памяти светофильтра, надо зажать и держать еще дольше. Вот смотрите, сейчас у нас светофильтр в 13 дин стоит. Видите, поменялся режим, теперь у нас 10 дин. Вернулся обратно в 13 дин. Видите, перескочил на 13 дин. Очень удобная функция. Надо использовать по полной, коллеги. Парни, все вот спрашивают про маркировочки. Видите, тут 3 единички и двоечка. Тут много маркировочек нанесено, да? Есть вот такая инструкция. Здесь есть все расшифровочки этих маркировок, которые нанесены на светофильтр. Как я уже сказал ранее, будет под видео закрепленный файлик. Скачайте. Кому интересно, почитайте. Оголовье, коллеги, на 9100 серии у всех практически одинаковое. Видите, оно четырехточечное. Здесь реализовано 4 положения. То есть мы можем щиток ближе к лицу или дальше от лица отвести. 4 положения есть. Кому как удобнее работать. Вот эта часть тоже продается отдельно. Вот так она снимается и меняется, когда она уже загрязнится, да. Регулировок много. На работе у меня есть коллега, я ему дал свою маску попробовать поварить. Он что-то пробовал настроить оголовье, так у него и не получилось, пока я не вмешался. Здесь очень много настроек, видите, вот это регулируется, вот это. Даже саму вот эту налобную часть, ее можно переставить. У него есть 3 положения. Видите, ее можно отсюда вывести и переставить ближе или дальше. Видите? Помимо регулировки самого оголовья. Так что оголовье здесь очень качественное. Все это разбирается, вот так разбирается за секунду. Вот. Да и сама маска, парни, сама маска, она неубиваемая. Вот я в этой маске уже работаю полгода, больше полгода. Каждый день полуавтоматом. Ну не каждый день, 2 через 2 у меня график. Вот она после 2 смен у меня вся в дыму, вся в этой гаре. Я беру влажную салфеточку, протер ее, видите, практически как новая. Ее можно ронять, ей ничего не будет. Пластик очень качественный, да? Ну, конечно, он пластик огнеупорный, но вот видите, я в одном месте прислонился к раскаленному металлу и немножечко подгорело. Ну, насквозь не прогорело. Понимаете, с этой стороны ничего нет. Даже если что случится, эту деталь легко заменить. Они продаются все отдельно. Оголовье отдельно, сама маска отдельно, все продается отдельно. Вот эти даже регулировочные винты тоже можно купить отдельно. Теперь давайте, коллеги, мы сейчас настроим, покажем вам цветопередачу, как светофильтры передают цвета. Вы сами сможете сравнить. Я пару слов скажу от себя. Вот мне коллега один в Инстаграм писал, он хотел именно маску вот с таким светофильтром. Он, кстати, 2х светофильтр есть в таком исполнении. Он точно такого же размера, только здесь желтое вот это вот нанесено, а там вот точно так же. Он тоже есть 2х. А XXI отличается только вот этой кнопкой внешней, которая позволяет включить режим зачистки. Да? В обычном 2х фильтре вот этой кнопки нет. И вот он мне пишет в Инстаграме. Он работает аргоном, говорит, я хочу именно этот светофильтр, потому что он работает больше в голубых оттенках. Этот больше зеленит, в зеленые цвета уходит, а этот в голубых, да. Но я хочу вам сказать от себя, я поработал уже и в этом светофильтре, и в этом. Конечно, когда снимаешь этот светофильтр, одеваешь этот, разница видна сразу, когда это делается резко. Но когда целый день в нем варишь, понимаете, эта разница уже уходит на второй план.
Видимость отличная, хоть в этом светофильтре, хоть в этом. Видно отлично, идеально, все видно четко. Ну, единственное, да, оттенками отличается. Мы сейчас поварим, настроим, вы сами все это увидите. Я еще хочу сказать, кто не любит зеленый цвет. Я еще когда учился в школе, у нас учитель, по-моему, или по зоологии, вот он говорил, почему вот мы идем по городу и видим, что заборы в основном покрашены все в зеленый цвет. Ставни на окнах все покрашены в зеленый цвет. Почему именно зеленый? Ну, мы плечами жмем, дети. Она говорит, зеленый цвет, потому что для нашего глаза, для человеческого, зеленый цвет, он самый такой благоприятное воздействие имеет. На него смотришь, глаза не устают, можно хоть целый день смотреть на зеленый цвет. Но это не знаю, кому как. Он немножечко зеленит, а этот такое светло-светло-голубые оттеночки. Сейчас сами все увидите. В общем, мы настраиваемся и показываем цветопередачу. Вот светофильтр 9100X. Видите, как цвета передает? Теперь светофильтр 9100XXI. Ну, там сами сравнивайте, сами смотрите. Давайте еще раз. Ну, давайте еще раз контрольный вот этот. Коллеги, обратите внимание, сейчас вы видите сварку, мы снимаем в автоматическом режиме, камера стоит. При таком режиме вы хорошо видите то, что происходит вокруг сварочной ванны. Можете оценить, насколько отличается цветопередача у этих двух фильтров. Сами смотрите, делайте выводы. Надеюсь, вам будет все хорошо видно. Коллеги, сейчас вы видите сварку мы снимаем в ручных настройках, у нас камера стоит. При таких настройках вы должны хорошо видеть саму сварочную ванну. И вот теперь сравнивайте, как передают изображение эти два замечательных светофильтра. Парни, ну что, сварочку, я надеюсь, мы вам отсняли как надо. Сейчас смотрите, вы еще увидите, я вставлю коротенький отрезочек. Мне еще на работе удалось поснимать через эти светофильтры, как видно полуавтоматическую сварку, да, посмотрите. Я, парни, намеренно не буду подписывать, где какой светофильтр. Вы уже теперь у меня опытные ребята. Вы уже, ну, понимаете, какой светофильтр, какой оттенок дает. Поэтому сами определите, через какой фильтр там идет съемка. Напишите об этом в комментариях, мне будет приятно. Парни, пару слов скажу про защитные пластины. Они бывают трех видов. Бывают обычные, вот сейчас установлено обычное стекло. Обычное стекло подходит для аргонодуговой сварки, потому что там ни искры не летят, стекло не загрязняется, не подвержено такому загрязнению, как, например, от полуавтомата, да? Поэтому для аргончиков подходят обычные стекла. И обратите внимание, вот у меня такое стекло новое, оно уже с завода идет изогнутое, да? И также есть стекла термостойкие, они тоже будут изогнутые. У меня термостойких стекол нет, но они есть в продаже. Термостойкие стекла предназначены для очень высоких напряжений. То есть это для работы на полуавтомате, там выше 350 ампер, потому что ребята некоторые любят вот так близко находиться к сварочной ванне. Стекло, чтобы не плавилось, да, от таких температур, оно термостойкое. Еще есть вот такие пластины, коллеги. Эти пластины с защитой от царапин. Видите, оно покрыто с двух сторон пленочкой. Пленочка снимаем.
Оно, как можете наблюдать, оно ровное, оно не изогнутое. Чтобы его установить светофильтр, его придется немножечко вот так согнуть. Ну, это довольно легко. Вот у меня установлено такое стекло с защитой от царапин. Кстати, коллеги, стекло с защитой от царапин ходит гораздо дольше, если работаете на полуавтомате, чем обычное стекло. Понимаете, оно стоит немного дороже, но ходит дольше. Это проверено лично мной. Защита от царапин, там летят искры, когда болгарка пилим, на него попадает. Да, я беру там, у меня спрей такой для очистки окон. Я один пшик сюда, тряпочкой протер, оно опять как новое. Еще, коллеги, есть вот такие пластины, это внутренние пластины. Вот эта пластина внутренняя, она меняется следующим образом. Вот так в сторону ее, в сторону вытаскивается. Вот это пленочки снимаем отсюда и вставляем новую пластину. Но эти пластины ходят очень долго. Я вот за полгода один раз всего поменял. Они практически не изнашиваются. Тряпочкой протер, работаем дальше. Парни, ну давайте я подведу итоги, да. Что я могу сказать? Маски эти, конечно, очень недешевые. Очень недешевые. Это как бы самые дорогие маски на сегодняшний день, наверное, в мире, да. Ну, парни, они того стоят. Вы там не пишите в комментариях, что ой, за такие деньги эти маски покупают. Те, кто серьезно занимаются сварочными работами, их покупают. Я вот на эту маску сделал полгода назад обзор. Вот. Ко мне уже человек 20 за это время в соцсетях обратились с просьбой сказать, где можно купить такую маску, ищут определенный светофильтр. Кстати, вот этот светофильтр, самый большой, да, именно XXI, очень любят аргонщики покупать. Им нравится очень оттенок, в котором работает этот светофильтр. Они очень любят этот светофильтр и покупают эти маски совершенно спокойно. Поэтому, ребята, кому надо, те покупают. Никто не удивляется, когда человек покупает iPhone за 120 тысяч, да? Никого это не удивляет. А когда маска там стоит там, 50, 60, 70 тысяч, это я куплю на Алиэкспрессе, да? Это несерьезно, парни. Я не буду озвучивать стоимость, так как этот обзор может быть 5 лет на YouTube-канале быть, да, через 5 лет может ситуация измениться. Я оставлю ссылочку на эту маску, коллеги. Официальный дилер компании Trem Восток Сервис, да, сама компания Trem ничего не продает. У нее сеть официальных дилеров. Восток Сервис это как бы такой генеральный дилер компании Trem. Я оставлю ссылочку, в зависимости от того, когда вы будете смотреть этот обзор, переходите по ссылочке, будет актуальная цена именно на сегодняшний день. Потому что, сами понимаете, цена зависит от курса валюты, да? А курс валюты у нас сегодня такой, завтра может быть другой. Вот с чем я могу сравнить эти маски. Вот есть такая компания немецкая, называется EWM, она производит сварочное оборудование. Вот я считаю, что компания EWM, сварочные аппараты, это Майбах среди сварочного оборудования. И вот есть Мерседес, есть Майбах, да? Вот. Также то же самое я могу сказать про вот эти вот замечательные маски. Это Майбах. Потому что я когда впервые, я полжизни мечтал о такой маске, парни, я не мог себе позволить. Но все-таки вот полгода назад все-таки мы поднапряглись с супругой и купили вот эту маску. Потому что я, когда устроился на эту работу, я понял, что нужна подача воздуха. Потому что я там просто выплюнул свои легкие рано или поздно, понимаете? Мы купили эту маску. Я когда впервые одел и начал в ней варить, я своим глазам не поверил, понимаете? Насколько качественно передает изображение вот этот светофильтр. Поэтому эти маски стоят этих денег. Здесь все очень качественно сделано, ее можно ронять. Хотите, я вам покажу? Вот смотрите, метр высоты. Я могу ее ронять хоть полдня, и ничего от этого не будет. Надеюсь, я вам был полезен. Мы постарались сделать такой более подробный, развернутый обзор, потому что в YouTube таких обзоров нет. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Будем там общаться лично. И давайте, парни. Всем пока, увидимся в следующем видео.